Деревья теряют листву, темнеет раньше. Сентябрь уже прилетел, и для многих это означает погружение в мир конспектов, лекций и бесконечных чашек кофе. Возможно, вы узнаете в этом себя. Скажите честно, в такие моменты вам никогда не хотелось оказаться в другом месте? Вместо линолеума – дубовые панели библиотек, а вместо бесконечных уведомлений – атмосфера, в которой хочется раскрывать загадки и строить теории. Где-то в Оксфорде или в Сорбонне. А может быть, вам больше по душе Хогвартс. Добро пожаловать в кабинет интересностей. И сегодня мы узнаем, как вековая история университетов породила тот самый образ, который захватил соцсети под именем «Темная академия». Конечно, университеты не всегда были монументальными зданиями. И чтобы понять, откуда взялась сама суть академии, нам придется заглянуть в Древнюю Грецию. Основой всего были гимнасии, изначально просто спортивные площадки для занятий гимнастикой. Но греки верили, что идеальный гражданин должен быть всесторонне развит, поэтому постепенно к занятиям добавились музыка, поэзия и грамматика. Вот так на физре все образование держалось, а я ее прогуливала. А настоящий перелом в образовании произошел в V веке до нашей эры. Появляются софисты, первые профессиональные преподаватели. Над ними зачастую насмехались, потому что за свои услуги они хотели денег. И традиционно юношу должен был учить отец или другой старший родственник. А тут появляются какие-то преподаватели и переворачивают всю систему. Как это часто бывает, спрос оказался выше условностей. Софистам платили. И платили охотно. Ведь вместо скучного заучивания текстов на занятиях, как это бывало обычно, они предложили настоящую гимнастику для ума, логику, философию и искусство убеждения. И именно благодаря софистам по сей день существует профессия преподавания. И вот тут возникает главный спор, что важнее всего для карьеры – уметь красиво говорить или докапываться до самой сути вещей. На одной стороне был ритор и Сократ, который готовил блестящих политиков. У него была школа риторики в Афинах. На другой – философ Платон, основавший свою академию неподалеку от Афин. Академия, кстати, это название школы в честь героя Академа, то есть примерно как МГУ имени Ломоносова. Для Платона истинное знание было не в умении убеждать, а в постижении вечных идей. Именно в античности родилась та самая суть Академии, место, где учатся не для получения диплома, а ради мудрости. А спор о том, что важнее риторика или философия, стал краеугольным для той эпохи. В Риме ситуация сместилась. Философия стала уделом элиты, а для построения карьеры было достаточно риторики и права. Но именно тогда оформляется идея пропедевтики, то есть предварительного образования. Считалось, что будущий мыслитель должен сначала освоить некоторые дисциплины, чтобы подготовить свой ум. И так появляется идея о 7 свободных искусствах. Они делились на 2 уровня – тривиум и квадриум. Именно эта система стала фундаментом для средневекового образования и первых университетов. Существует расхожее мнение, что в Средневековье люди были дремучими и необразованными, но чтобы появилась эпоха Возрождения, ей нужно было от чего-то оттолкнуться. Европа в раннем Средневековье переживала падение Рима и великое переселение народов, и на фоне войн и хаоса действительно было не до образования. На самом деле, на Востоке уже с VIII века существовали центры образования, где преподавали медицину, математику и философию. Но когда мы говорим об академической эстетике, то чаще всего имеем в виду именно университет европейского типа. Так что же происходило? В христианском мире в IX веке существовал так называемый Константинопольский университет. Это было общее название для всех высших учебных заведений в Константинополе. Но само образование там было ближе к позднеантичным школам, то есть это был такой переходный мостик от античности к средневековью, и традиционно Константинопольский университет к университетам не причисляли. Образование в средние века меняется кардинально. Центром воспитания и культуры становится церковь, и античные науки были приспособлены к нуждам христианского образования. К примеру, грамматика нужна была для знания священного писания, искусство красноречия для чтения проповедей, а диалектика для споров с еретиками. Первые школы открываются при монастырях и кафедральных соборах. Они были разного уровня. Самые простые – приходские. Монастырские – более строгие и лучше обеспеченные книгами. Изначально там обучали только монахов, но впоследствии стали обучать и мирян. И, наконец, кафедральные школы. Они открывались при церковных центрах, то есть там, где находился глава епархии.
Образование они давали еще более широкое, чем монастырские, и помимо чтения письма, счета и закона Божия, в них изучались дисциплины тривиума, а в некоторых и квадривиума. Именно кафедральные школы были преобразованы во всеобщие, а затем и в университеты. Итак, высшая всеобщая школа – Студиум Генерале. Выданная ей папская булла подтверждала, что она является законным образовательным учреждением и не подчиняется церкви или светской власти. Получив автономию, университет был вправе организовывать собственный суд, освобождать студентов от службы в армии и присваивать ученые степени. Причем слово «университет» начали применять только с XIII века, и оно даже не связано с образованием. В Риме так называли корпорации, то есть союз каких-либо деятельных людей. Университет подчеркивал всемирный статус школы. Но да, они так говорили всемирные, их степени признавались по Европе. Первые университеты были достаточно скромными и мобильными. Для проведения занятий хватало простых помещений, а студенты могли сидеть прямо на соломе. Поступить туда было, в общем-то, несложно. Зачисление было условным, и хотя оно было платным, но вполне доступным для многих. Причем студенты сами выбирали себе преподавателей и ректора, обычно на год. Власть в университете принадлежала факультетам и землячествам, объединениям студентов и преподавателей по национальному признаку. Учебный процесс строился вокруг лекций и последующих дискуссий, где можно было проявить остроту ума и знания полученного материала. Год делился на 2 неравноценных семестра, первый с октября по Пасху, а следующий до июня. Все занятия шли на латыни, и чтобы попасть к лучшему профессору, студентам нередко приходилось переезжать в другой город, а иногда и страну. Атмосфера университета была на редкость демократичной и наднациональной. Рядом могли учиться юноши и зрелые мужчины, богатые и бедные, представители разных слоев населения. Помимо учебы, студенты участвовали в торжественных мероприятиях, постигая не только науку, но и ритуалы университетской жизни. Именно университеты Средневековья создали модель, которая применяется и по сей день. Деление на факультеты, система степеней и международное признание дипломов. Как я уже говорила, в античности была создана система 7 свободных искусств. Тривиум студенты изучали на младшем факультете, который назывался артистическим, а квадривиум изучали на старшем. Как правило, их было 3 на выбор – теологический, медицинский и юридический. Чтобы получить степень, нужно было выдержать настоящий марафон – публичный диспут с десятками профессоров, которые сменяли друг друга каждые полчаса. Получив степень бакалавра или магистра, выпускники могли преподавать сами или идти в практические профессии. Юристы, нотариусы, адвокаты и даже прокуроры часто выходили именно из университетских стен. Самый первый университет – Болонский, основанный в 1088 году в Италии, в городе Болонья. Он специализировался на праве. В Болонье существовала своя особенность. Студенты сами нанимали ректора и профессоров. И если профессор читал лекцию слишком скучно, то его могли оштрафовать, а то и вовсе уволить. Поэтому профессора принимали все усилия, чтобы удержать внимание, и лекции иногда превращались в театральные представления. Болонский университет действует и по сей день. Парижский университет вырос из богословской школы приюта в 1253 году, где обучалось 16 студентов. Приют основал духовник короля Людовика IX Робер де Сурбон. С тех пор университеты называли Сорбонной. Курс обучения в нем длился 10 лет. Говорят, что первые студенты Парижского университета были столь буйными, что их боялись горожане. Они селились вместе, держались отдельной толпой и не раз устраивали драки с ремесленниками на улицах. В хрониках сохранились упоминания, что студентов даже сравнивали с шайкой вооруженных наемников. Настолько шумной и своенравной была эта компания. Кстати, Сорбонна как единой организации уже не существует. После череды драматических событий в мае 1968 года в очень французском стиле она была расформирована на 13 независимых университетов. А здание в латинском квартале Парижа сейчас является архитектурным памятником. Оксфордский университет был основан в 1096 году в городе Оксфорд английским духовенством. При поступлении и выпускном каждый студент произносил клятву на латыни. Сейчас Оксфордский университет – это один из мировых лидеров, визитная карточка британской системы образования и мечта множества студентов из разных стран мира. В Оксфорде сохранилась легенда о студенческих войнах с горожанами. В 1355 году в местной таверне завязалась ссора между студентами и хозяином, переросшая в кровавую битву. Несколько дней по городу шли столкновения, и в итоге погибло больше 70 человек.
После этого университеты лишили привилегий, и студенты на время покинули город. Кембриджский университет, как и Оксфорд, представлял собой типичную для средневековой Европы ассоциацию преподавателей, но преподавателей-изгоев. В 1209 году Кембриджский университет основала группа оксфордцев, которая сбежала из своего города из-за неприятностей. На этот раз у преподавателей возник вооруженный конфликт с местными жителями. Я не знаю, в чем их проблема. Изгои обосновались в Кембридже, где открыли свой университет. И у них и тут возник конфликт с местными горожанами, но и о науках они не забывали. Спустя какое-то время Кембриджский университет стал соперником своего старшего брата. Сейчас это один из лучших университетов планеты, периодически обгоняющий Оксфорд. По преданию, в Кембридже обитает свой призрак. Говорят, что иногда в старых коридорах можно встретить тень в мантии с книгой под мышкой. Это дух студента, который не успел сдать экзамен. Конечно, официальные хроники об этом умалчивают, но слухи о призраках до сих пор делают эти места особенно притягательными для туристов и студентов. Все эти истории – часть особого духа университетов. То есть это не просто место для учебы, а закрытый мир, полный своих правил, ритуалов и легенд. В общем, у них там своя атмосфера. И именно этот образ будет позже романтизирован в нашей культуре. Постепенно сеть университетов покрывает всю Европу. Но Средневековье не длится вечно. И к концу XV века наступает новая эпоха – Возрождение. Университеты утрачивают прежнюю монополию на знания. Если в средние века они были единственным законным высшим образованием, то теперь появляются альтернативы – гуманистические школы, академии, частные кружки ученых. Университет остается важнейшим институтом, но уже не единственным. В этой конкуренции он постепенно меняется. Учебные планы расширяются, в них входит античная литература и новые науки. И происходит еще одно важное изменение. Университеты начинают обретать стены. Если раньше студенты могли ютиться в съемных домах или ходить в случайные залы на лекции, то теперь возникает привычный нам образ альма-матер, как каменного корпуса. Университеты обзаводятся собственными зданиями, а вместе с ними рождается и особая архитектура академии. Большие лекционные залы, библиотеки, трапезная. Неотъемлемой частью университетов становятся коллегии. Изначально просто общежитие для бедных студентов. И постепенно коллегии становятся центрами студенческой жизни. Совместные трапезы, строгий распорядок, обязательные молитвы и чтение. Именно там зародилась та атмосфера, которую мы сейчас ассоциируем с академическим сообществом, когда обучение переплетается с жизнью закрытой корпорации, с ее традициями, уставами и церемониями. Это уже шаг к визуальной стороне академии. Строгие корпусы, библиотеки, трапезные становятся не просто функциональными, а эстетическими символами, и рождается тот готический образ, который вдохновляет нашу культуру. Со временем университетская культура переехала в новый свет. Гарвард появился в 1636 году, за ним Йель, Принстон и другие чуть позже. Вместе они образовали Лигу Плюща, символ академической роскоши и закрытости. С появлением первых университетов студенты начинают осознавать себя как отдельное сословие – людей науки. Учеба объединяла их в отдельное братство, а жизнь в кампусах и коллегиях создавала ощущение замкнутого мира, где действуют свои правила. И неудивительно, что на этой почве возникли студенческие объединения. В Европе они быстро превратились в нечто большее, чем просто клубы по интересам. Участники жили по уставу, устраивали пирушки и совместные праздники. Серьезные мужчины с книгами под мышкой и шпагой за поясом запросто могли устроить дуэль, чтобы отстоять честь корпорации. Русские студенческие сообщества появились попозже. Самое известное из них Рутения было организовано в XIX веке. Ирония в том, что русские студенты организовали его в Германии, в городе Геттинген. Но баланс должен был быть соблюден, поэтому в Петербурге появляется немецкое сообщество «Балтика». Но со временем простые братства начали обрастать тайной символикой и обрели репутацию полусекретных сообществ. Европа XIX века буквально помешалась на мистике и тайнах, и студенты подхватили эту моду. Посвящения, пароли, тайные знаки – все это превращало корпорации в нечто среднее между клубом и орденом. Американские университеты подняли эту игру на новый уровень. В Йеле в 1832 году появилось общество «Череп и кости». Члены его считали себя избранными и использовали связи даже после выпуска. Легенды ходят такие, что среди гостиных были президенты США и главы спецслужб. В Гарварде существовал закрытый мужской клуб «Порселен». На гербе у них изображена свинья, и туда могли попасть только самые обеспеченные студенты. На их вечеринках было совсем не академично,
но зато очень статусно. А в Оксфорде действовал клуб Баллингтон, элитарное сообщество, которое больше прославилось скандалами, нежели учеными трудами. Его члены, будущие политики, были известны буйными вечеринками, могли разнести ресторан, а на следующий день великодушно оплатить ущерб. Такая вот оксфордская версия воспитания элиты. Хорошо, с историей разобрались, но остается вопрос, при чем тут фотки из Пинтереста? А все потому, что университетская жизнь – это готовый концентрат драмы. Взросление, интеллектуальное соперничество, поиск себя. Оксфорд и Кембридж давно перестали быть просто учебными заведениями. Они сам символ этих универсальных сюжетов. Башни из серого камня, свечи в свете сумерек, огромные библиотеки, где книги вздымаются до самого потолка. Этакий архетип академического мира. И, конечно, университет как место действия и группы студентов, которые попадают в разные приключения, порой опасные, фантастические, стали удачным тропом, за который ухватились литература и кино. Университетский роман как жанр появился еще в XIX веке, и в основном он был комедийным. Настоящий расцвет пришелся на 20-е столетие. В рассказах университет показывался как микромир со своими законами, иронично, а порой и критически. Позже, в конце 20 века, университетская эстетика получила вторую жизнь в массовой культуре. Джоан Роулинг, придумывая Хогвартс, вдохновлялась в том числе атмосферой оксфордских колледжей. И в итоге Хогвартс стал собранием всего того, что мы ассоциируем с университетской культурой. Соревнования за домовой кубок, готическая архитектура и латынь в девизе. Никогда не щекочи спящего дракона. А если вы еще не видели мои видео про драконов, я настоятельно рекомендую это сделать. И вот тайная история Донны Дарт, написанная в 1992 году. Это тот самый слон, на спине которого стоит весь жанр темной академии. Сама Дарт не придумывала никакой эстетики, но именно ее роман стал образцовым. Закрытая группа студентов, тайна, элитарность и неизбежная трагедия. Сегодня ту же линию продолжает сериал Wednesday. Академия Невермор – это все тот же закрытый мир. Можно заменить магию на мистику или криминал, но архетип от этого не разрушится. И, наконец, интернет. Считается, что эстетика зародилась на Тамблере в 2012 году, а затем уже перекочевала в Pinterest и TikTok. Там стали появляться подборки идеальных картинок, свеча у окна, томик Платона, свитер клубной вязки, латинские цитаты и кофе в холодный осенний день. Это было скорее настроение, чем реальная студенческая жизнь, визуальный язык, в котором романтизировали знания и атмосферу старинного университета. Со временем за коллажами и мудбордами встала целая философия. Побег от цифрового шума в мир высоких смыслов, где знания ценятся выше лайков, а эрудиция становится личным стилем. На сегодняшний день эстетик насчитывается великое множество. Классическая академия, музыкальная академия, хаотичная академия, что бы это ни значило. Но самыми популярными стали светлая и темная академия, в большей степени темная. Можно сказать, это искусственная ностальгия по XIX и XX векам, когда образование было дорогим и элитным. Отсюда любовь к библиотекам в полумраке, к запретным знаниям и закрытым клубам для избранных. Есть в этом некая ирония. Дорогие университеты продают нам интеллектуальность как бренд, а интернет тут же превращает все в эстетический тренд. Однако Dark Академия – это не очередной визуал с фотографиями старинных книг и 3D пиджаков. На мой взгляд, она куда ближе к субкультуре, потому что у людей, увлеченных этим стилем, зачастую есть и общие ценности, любовь к искусству, к гуманитарным наукам и рассуждениям не о том, как выглядишь, а о том, что думаешь. Хотя фасад она предлагает тоже очень красивый. Библиотеки, свечи, университетские галстуки. Она помогает отвлечься от фаст-контента, когда нужно все и сразу. И для многих изначально только эстетика стала мотивацией читать, думать и учиться для себя. В этом ее настоящая сила. С другой стороны, за этим фасадом есть и реальная жизнь. Статистика показывает сокращение абитуриентов на гуманитарные направления, так как многие выбирают практичные специальности из-за более высоких зарплат. Также академическая эстетика рисует идеал и игнорирует тот факт, что топовые университеты доступны далеко не всем, что просто не может не подрывать самооценку. Кроме того, в некоторых проявлениях Dark Академии встречается романтизация депрессии и одиночества, что добавляет спорного оттенка этой эстетики и часто искажает студенческий образ. Так или иначе, академическая эстетика остается любопытным феноменом. Несмотря на свои поверхностные стороны, она привлекает к чтению, исследованию культуры и истории, прививает интерес к знаниям. Есть в этом некая жажда красоты, истины и более просвещенного мира.
Но в этом же кроется и главный парадокс. Романтизируя мир элитных университетов, мы ностальгируем по вещам, исторически доступным очень немногим, и возникает напряжение между красивым идеалом и социальной несправедливостью. Но, возможно, настоящая магия этой эстетики не в том, чтобы скопировать жизнь каких-то аристократов, а в том, чтобы создать свою внутреннюю академию, где знания становятся не товаром или статусом, а настоящим интеллектуальным приключением. И фотком, естественно. Ну что ж, на этом у меня все. Кабинет интересностей закрывается. Но ненадолго. А чтобы новые истории находили к вам путь, оставьте здесь лайк и подписку на канал. До скорых встреч!